Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Этот влог я посвящаю нашей неделе вылазок за город. Это было очень активно, очень насыщенно и просто прекрасно. Как только закончилась изоляция, мы чуть ли не каждый день ехали куда-то. Мы часто были в западных румынских горах, мы часто были в новых местах, и я хочу вас взять с собой в это маленькое путешествие, рассказать вам, как все было, чтобы вы тоже почувствовали этот глоток свободы, этот глоток свежего воздуха и просто приятно со мной провели время. Мы очень рады, что мы успели словить свежую зелень, пока яркое летнее солнышко ее не подсушило. За это, наверное, нужно благодарить частые дожди. Ох уж эта дождливая погода. За эти дни мы почти каждый раз попадали под дождь и промокали до нитки. Ну ладно, не буду спойлить, сами увидите позже. В первый день мы поехали в западные румынские горы со стороны населенного пункта Рechitele. И сейчас мы у водопада. И пойдем с этой стороны вверх. Тоже откроется вид на Pietrele Albe, но спереди. Мы 2 раза успели побывать в этом месте, так что тут появятся кадры с 2 дней. Это была наша первая вылазка подальше от Клужа с тех пор, как мы вышли с изоляции. Привет! Мы наконец на природе, ура! Да, блин! Мы очень-очень рады, что мы наконец-то выбрались. Сейчас мы в западных румынских горах, вы уже это место знаете, мы тоже по старым местам, но так рады опять быть здесь, вы себе не представляете, хотя, да, наверное, представляете. Такие запахи чистые, и воздух, и цвета. Боязнь медведей продолжается, как и в предыдущем видео с этого места. Мы опять говорили, а вдруг столкнемся с медведем, что делать? Да, в прошлый раз мы были просто с утра и думали, ну не было сегодня еще людей, никто их не распугал, они могут быть близко к тропам. Да. А сейчас 2 месяца здесь почти никого не было. Это были непередаваемые эмоции. Казалось, что я сейчас взорвусь от счастья. Хотелось рассмотреть каждого жучка, каждый листик, каждый грибочек. Но нужно было торопиться, так как уже накрапывал дождь. Эта зона славится прекрасным водопадом Велумиресий, переводится «фата невесты». После сильных дождей эта фата стала раза в 3 больше, чем когда мы видели ее в последний раз. Столько воды! Рядом с такой красотой грех не пофоткаться, что мы и сделали. Мы поднялись на горку, и понеслось. Мы, конечно же, не могли не поднять наш дрон. Бедняга не взлетал уже почти полгода. В этом году еще больше деревьев попадало. Это место вообще не узнать. Здесь совсем все было по-другому, здесь был лесочек. Под дождь мы тоже хорошенько попали. Хорошо, что у нас с собой всегда есть дождевики. Мы спустились вниз в беседку. И Стэн мне предложил записать звук водопада. Ну, я такая достаю рекордер. Меня ждет сильнейший облом. Забыла батарейки в зарядном устройстве. Это так тупо. Тащила с собой этот рекордер. Когда мы возвращались к машине, нас ждала встреча с удивительным существом, с огненной саламандрой. Или ее еще называют обычной саламандрой. Но она такая яркая, такая фотогеничная. Было очень здорово за ней наблюдать. Мы, короче, уже у машины. Жрат. Узнаете нашу машину? Наша машина. Наша дорогая Мы. машинка. Вот, смотрите, какая вкуснятина.
А запах, божечки. Он не хрустящий. Влажный. Давай. Здесь кофе, здесь такие печенюшки с злаками. И, к сожалению, не очень вкусная шоколадка осталась. Но уже что есть, будем ее сейчас. Очень охота что-то сладенькое. Вот что я возьму домой как сувенир. Вот эти штучки. Это что-то похожее на мох, но я не уверена, что это. И еще я нашла камешек. И мне нравится то, что здесь есть такие дырочки, прям, не знаю, как целое здание, какой-то микроскопический мир. И сверху маленькие кристаллики на солнце светятся. Очень красиво. Я попросила Стэна остановиться здесь. В этой зоне так много папоротников. Они так красиво выглядят. И я, наверное, пару штучек сорву, засушу и поставлю в рамочку. На второй день мы поехали к средневековой разрушенной крепости. В прошлом году мы пару раз поднимались туда, а в этом году не стали из-за погоды. После крепости мы навестили водопад Щепоте. Очень красивое место, но в прошлом году нас там напугали цыгане, и пока что мне еще стрёмно долго там находиться. Подъехали цыгане, и, в общем, надо было поскорее от них бежать, потому что они очень странно начали намекать на то, что хотят оставить нас без дрона и вообще без всего, что у нас есть. После водопада мы занялись поисками локаций для какого-то будущего похода. Мы поехали в сторону пещеры в скале. Называется она Кошулбоулы. Мы убедились, что туда стоит ехать, может даже с ночевкой. Там внизу очень милая деревня, а до красот довольно долго нужно подниматься, так что да, галочка поставлена, после второго послабления ждите нас. Какая красавчика. Ну ничего себе, да. Мы тут остановились у дороги. Так много красивых папоротников. Здорово. И еще, смотрите, они только распускаются, еще закрученные. Блин, это такой сочный, классный цвет. Так свежо. Когда-то люди думали так же, как вы. Эта надежда побуждала трисолерианскую цивилизацию возрождаться вновь и вновь. Но Луна показала нам всю наивность наших упований. День третий, и мы отправились к новой средневековой разрушенной крепости. Называется она Читата-Литень. Новые места, новая природа, новые виды. Как же я это все люблю. Мы пока что припарковались вон там. Здесь рядом милая речушка, и там очень милый деревянный мостик. Подниматься до крепости недолго, немного больше километра, но было так душно, и от этого подъем затянулся. А может, это просто мы обленились на изоляции? Жарковато. Мне жарко из-за рюкзака, и не особо поможет его снять. Горсти пуха. Как будто бабуся прошлась. Мы дошли до вот такого места. Здесь мы немножко отдохнем, а потом будем идти вон в ту сторону. Там крепость. Уже заметили беспонтовые столбы. Но может получится как-то их не взять в кадр. А, вон крепость, вон она. Что-то я ступила. Простите, ребят, вон крепость. До нее, кстати, еще не так неплохо идти. Мы на днях перед сном решили почитать, что делать, если вдруг встретишь медведя в лесу или просто на природе дикой. И мы посмотрели очень много видео, читали много чего. И еще больше подсели на стрём из-за этого. Потому что, оказывается, в этих краях
медведи, вот эти буры или еще гризли они называются, они самые опасные, потому что как бы на них ничего не действует, их невозможно как-то напугать особо. Единственное, что остается сделать, если вдруг встретился с ним, это вести себя очень тихо, спокойно, общаться с ним. Но если вдруг он решил атаковать, то здесь только или спрей поможет, чтобы его отвлечь и убежать, или притвориться мертвым. В общем, спрея у нас пока нет. Мы стараемся, единственное, вот когда мы ходим, быть более шумными. Вот это такой совет. И когда вот ходишь с большой компанией или просто шумишь по пути, то медведь, он слышит тебя издалека, и он как бы сам не хочет с тобой сталкиваться, и поэтому обходит себя стороной. Вот. Самое неприятное, это когда вы вдруг случайно увиделись, и это была неожиданность и для вас, и для медведя, и тогда медведь может повести себя агрессивно, потому что он сам напугается. Смотрите, сколько здесь кустов мяты. И такой аромат. Стэн, кстати, первый заметил. Молодец, я им горжусь. Она была построена примерно в XIV веке Сигизмундом. Не помню, какая у него фамилия была. И недолго здесь жили. Эта крепость переходила с рук в руки и была заброшена в XVI веке. Эта крепость считается одним из важных достопримечательностей зоны Клуж. Называется крепость Литень. А вот это вторая сторона крепости. Там видно, что люди даже жгли костер. Мне нравятся сохранившиеся окошки вон там. Выглядит здорово. О, это такой звук. Тогда мы промокли до нитки. Спуск был довольно скользкий. Рада, что никто из нас не упал. Приключения. Самую тяжелую часть прошли, поскользили немножко. Осталось более-менее. И вот дорога, по которой мы шли, но это последний этап. Который уже вдоль деревни. Нет, после дождя мы не поехали сразу домой сушиться. Мы еще долго ездили и снимали виды. По пути увидели косулю, перебегающую дорогу, и прекрасный деревянный мостик, мимо которого я просто не могла пройти. Четвертый день был самым насыщенным. Мы решили опять поехать к западным румынским горам, но в этот раз заехать со стороны населенного пункта Рогожел и попытаться доехать до Белых камней. Навигатор говорит, что нам ехать еще полчаса, но через 100 метров, походу, мы свернем на бездорожье. Вот такое здесь бездорожье. Как бы пока что, ну, хотя бы камешки есть, и в принципе, вот если так будет до конца, то нормально. Даже если пойдет дождь, я думаю, мы справимся. Я на самом деле в шоке, как все активно сейчас в последнее время. Я даже не успеваю поставить деньги на счет, чтобы у меня была связь. Мы припарковались здесь, рядом шумные ребята, слушают музон. И мы сейчас будем идти примерно 6 километров вперед. Здесь довольно прохладно. Так что я взяла шарфик. Стэн тоже в курточке. Меня радует то, что здесь пока что много людей. Это значит, что меньше вероятности встретить медведя. Я опять на старую тему. Если бы у нас был джип, мы бы проехали без проблем. Смотрите, вся часть этого леса больная. По идее, надо срубать, чтобы дальше не распространять болезнь. Прям такая речушка сформировалась на дороге. Здесь бы мы проехали. А там вот трактор-то что стоял, мы бы не проехали. Ну да. Так, а здесь, возможно, придется намочиться. Нет, вон там камушки. А, да. Ну давай. На самом деле мы у той речушки пробыли примерно полчаса.
Начался ливень, все камни намочились, и мы с большим трудом перебрались на другую сторону, намочив лишь полноги, и в случае нашей обуви это реальный успех. Следующие 3 ручья были намного легче. Я первый пройду. И покажи продукт. Power of raw nature, бла-бла-бла-бла. Там девчонки сфоткаются с ними. Класс, я тоже хочу. Нервничают. Ну тут есть и быки, кстати, смотри. Угу. Вот это, кстати, бык. Слышишь? Да, слышу. А что делать? Ну все, дать им пройти. Так смотрит. Смотрит так, как Барт. Это такой классный экспириенс. У меня ни разу не было такого. С одной стороны страшно, с другой стороны очень любопытно. И они такие милые. По пути мы еще увидели песика. Он вдалеке вначале лаял. И притом это чей-то пес, но как бы не было хозяина. Он просто, наверное, сельский, местный, забрел слишком далеко. И он довольно большой, и как бы непонятно, агрессивный, нет. Но мы остановились, пропустили его. Он такой смотрел и как бы тихо прошел. После 2,5 часов ходьбы в горку мы дошли до белых камней. К сожалению, как специально, начался опять дождь, и мы еще долго ждали, когда он прекратится. В какой-то момент мы просто уже устали ждать и договорились, что через 15 минут собираемся спускаться. Просто не хотелось идти по лесам в темноте. И тут случилось чудо. Немного вышло солнышко, и мы получили пару интересных кадров. Еще на то место подъехал внедорожник с 2 местными. Мы, конечно же, попросили их подкинуть нас, и они согласились. Ребята, которые нас подвозили, всю дорогу нам raссказывали разные интересные истории, рассказывали о своей жизни. Это было безумно интересно, мы им очень благодарны. А dumneavoastră cât des mergeți aici sus? Depinde. O dată pe lună, O dată pe lună? da, sau la intervenții. Noi suntem doctori veterinari. О, Wow! Având în vedere că sunt 4 cirezi de vită, pentru anul ăsta a fost prima intervenție. Один из ветеринаров с радостью рассказал нам историю, как он спас рысенка. Это было очень mило и очень трогательно. да? Mama lui îl trecea drumul și fiind un perete mai înalt, un taluz, uite așa ca și aici, când Da. a sărit, l-a scăpat. О, Bineînțeles că cineva cu mașina din urmă săcăia femela угу. și l-a scăpat. Acel cineva, Ghiță, s-a oprit și a luat puiul de râs. Când și-a dat seama ce-a făcut, a ajuns cu el la pensiunea la care lucra și patronul de acolo îi spune: nu e ok, Ghiță, ce ai făcut, hai să-l sunăm pe doctor. M-au sunat, da, și am sunat pe directorul fondului de vânătoare de aici. Și zice, nu știu care e legislația cu râs și stai să sun mai departe. Și am ajuns până la Ministerul Mediului și la București. Și este protejat 100%, la fel ca și lupul. Și zice, hotărăște doctorul ce face. Bun. Și avea 2 sau 4 găuri de canini, cum îl ducea mama lui de ceafă. Și l-am tratat. După și l-a ținut directorul fondului de vânătoare la el acasă. Și până la urmă l-au dus la un centru de reabilitare a animalelor sălbatice în județul Neamț. Și acum vreo 2 ani
a вот primim urmași. По пути они нам показали, где источник очень-очень вкусной воды. Они сказали, что это самая вкусная вода в этой зоне. Cunoașteți afinele, blueberry? Da, aici cresc. Da, ăstea sunt pomișorii. Căpăcei ăștia, arbuști. Hei, salut! S-a umirat. Dacă nu a fost în capăt de linie. Когда мы ехали дальше, мы увидели два креста. И эти ребята нам рассказали очень грустную историю, как в 1979 году в той зоне упал самолет. Это была зима, было 19 пассажиров всего, но остался в живых только один. И выше в горах есть еще очень-очень много крестов. Немножко дальше, когда мы уже почти доехали, мы увидели еще один крест. И я, конечно же, спросила, что случилось там. Они сказали, что там погибла цыганка. Она собирала ягоды, и в нее ударила молния. Мы так классно прокатились с ними, они нам столько всего рассказывали. Ох, сейчас главное не застрять. Вот, будем выезжать. Ну все, удачи нам. Да. Вот эта машина ребят, которые нас подвезли. Они, наверное, пошли там к себе. Греться. Да, если честно, у меня ноги уже мокрые. Нам, кстати, эти ветеринары сказали, ребят, чтобы в следующий раз приходили, в нормальных ботинках и нормально одеты. Что это такое? Какие-то вообще прикол, а не обувь и одежда. Точно не для гор. В общем, опозорились Не знаю, мы. у меня нормальные кеды, воду пропускают, все хорошо. Вода зашла, вода вышла. Мы с Теном договорились как-то поехать в Декатлон и купить в первую очередь обувь, потом штаны и куртку. И так мы и сделали. В самый последний день на мне уже были новые ботиночки. Я очень рада, было очень удобно, ноги были всегда сухие, так что советую всем покупать специальную обувь перед тем, как идти в поход. У нас сейчас будет поедание шоколада. Смотри, там солнышко. Да. Из трубы. Классно, осторожно, здесь уже Цивилизация. есть машины. Ни одно место невозможно хорошо узнать без того, чтобы пожить там какое-то время. Это, конечно, не всегда удается, но есть еще очень хороший способ. Можно прочувствовать это место через рассказы местных жителей. Вы себе даже не представляете, сколько всего можно от них узнать. Главное не стесняться и спрашивать. По-моему, эти истории – самый дорогой сувенир, который вы сможете увезти с собой к себе домой. Мы возвращались домой уставшими, грязными, но очень счастливыми. Это песик, что мы видели. Да? Да? Уверен? Уверен, Так на 100%. далеко? Это он, да. Мне нравится ощущать движение, чувствовать, что я вырываюсь из 4 стен, которые являются моим домом, и я нахожу дом в кругу дикой природы. Такие долгие прогулки помогают мне навести порядок в моих мыслях, понять, кто я, где я нахожусь сейчас на моем жизненном пути и куда я хочу двигаться, к чему я хочу прийти. Разложив все эти мысли по полочкам, я ощущаю себя бесконечно счастливым человеком. Я понимаю, что на самом деле мое счастье построено из мелочей. Впереди еще целое лето, и я очень надеюсь, что у нас будет еще много-много возможностей путешествовать, и не только по Румынии, а также и по другим странам. Большое вам спасибо, что были с нами в этом путешествии. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока. Я не могу не дополнить мой влог приколом, который с нами случился на днях. Мы опять были в западных румынских горах, и на нашем пути мы увидели совсем свежие и очень большие следы медведя. Нам очень повезло, что мы лично не встретили Мишутку, и теперь решили повременить с вылазками в лес.